Всем привет! Вот еще один новый масштабный большой проект на моем канале. Это Quadro VTEC из игры Cyberpunk 2077. Она мне понравилась своим внешним видом, и я давно хотел построить что-то серьезное с нуля. Я думаю, это будет невероятно сложный проект, так как практически все будет сделано в обычной мастерской, и делать многое я буду в первый раз. От этого это становится еще сложнее и интереснее. Предстоит большая работа над широким кузовом из стеклопластика, рамой, надеюсь, из бесшовных труб, задней подвеской с установкой двойных колес гигантского размера. Также интересные двери в этой машине, которые открываются как в маршрутке. В общем, будет интересно. Надеюсь, вы поддержите мое начинание лайком. Я решил подойти серьезно к этому проекту, и первым делом еще в прошлом году я нашел выход с документами. И если к завершению проекта законы не изменятся, она сможет ездить по дорогам общественного пользования. Работу над проектом начал с кузова. Для этого еще также в прошлом году я стал собирать ЧПУ-станок для изготовления болванки кузова по трехмерной модели этого автомобиля. Видео по сборке станка вы можете найти на моем втором канале. Я также связался с разработчиками этой игры с просьбой предоставить мне оригинальную 3D-модель, но они мне отказали, ссылаясь на конфиденциальность контента до выхода игры. Хорошо, что есть энтузиасты, которые сделали эту модель по скриншотам и выложили ее бесплатно в сеть. Ее я и взял для проекта. Ссылку на нее оставлю в описании. Чтобы изготовить болванку один к одному, мне пришлось освоить несколько программ. В первой программе я разрезал модель на слои по 100 мм, равным пенопластовому листу. Во второй сконвертировал куски в управляющую программу, которая понимает ЧПУ-станок. Масштабная модель будет вырезаться из плотного пенопласта, которого на проект ушло примерно 4 куба. Итак, закрепил листы обычными саморезами. Главное в этом деле не попасть на траекторию фрезы. В противном случае фреза может затупиться и сломаться, а она совсем не дешевая. Для ЧПУ станка используется отдельный компьютер с программой для управления станком. В нее загружается файл с G-кодом. Это набор координат в текстовом документе. И нажимается кнопка запуска для исполнения управляющей программы. Без наушников и респиратора в этом помещении лучше не находиться, так как пыли было очень много и шум от шпинделя был очень громкий. Сначала ЧПУ-станок делает черновую обработку, снимая 50 мм материала в нужных местах. Это нужно, чтобы при чистовой обработке фреза не зарывалась в материале, так как режущая кромка фрезы всего 70 мм, и она сразу не может обработать 100 мм пенопласта. Эта операция проходит довольно-таки быстро, так как съем идет на весь диаметр фрезы. После черновой обработки идет чистовая. В этом режиме фреза срезает слои по 1,5 мм и заглубляется в материал всего на 15-20% от своего диаметра. Исходя из этих фактов, это самая долгая процедура. В общем, я думаю, понятно, что создание футуристического авто требует очень много точной работы, вычислений и технических расчетов. Едва ли древние викинги задумывались о подобном, когда захватывали новые королевства. Но крутая мобильная стратегия викинги наглядно покажет вам, что у них и без этого хватало забот. Хочешь воевать во славу Тора и Одина, будь добр не только подготовить войска, но и собрать достаточно ресурсов на их содержание, построить укрепления на случай внезапной атаки, прокачать свой дворец и так далее. Кстати, о прокачке дворцов. Прямо сейчас в игре викинги проводят мега-розыгрыш с невероятными призами. Авторы уже разыграли 35 айфонов и 13 макбуков. Главным призом является 2 набора PlayStation 4 Pro с VR-очками в комплекте, а суперпризом остается новенький MacBook Pro. Для участия вам нужно скачать викингов бесплатно по моей ссылке в описании и продвинуться в игре до 10 уровня дворца. Это чтобы выиграть наборы PlayStation. Ну а чтобы получить суперприз MacBook Pro, нужно поднять самый высокий уровень до конца месяца среди других участников. Розыгрыш состоится уже 3 мая, так что советую всем поторопиться. И да, качайте викингов именно по моей ссылке в описании, так вы поможете мне и моему каналу, а вам в подарок закинут 200 голды и бесплатный щит для уверенного старта в игре. Заключительным этапом обработки детали будет обрезка ее по периметру. Вот так за 3 операции и 3-4 часа времени получается одна деталь, а в проекте их ни много ни мало 47 штук. Решил сделать еще пару деталей, чтобы посмотреть, как это будет между собой стыковаться. Для этой детали не хватает стандартной ширины листа, и я приклеил к нему еще 20 см специальным клеем для пенопласта.
Эта деталь больше предыдущей и имеет ребра, которые режутся очень долго. Общее время обработки этой детали составило около 5 часов. А самая долгая деталь в этом проекте — это часть двери, которая резалась в районе 6 часов. Очистил деталь от стружки и приложил к ней часть крыла. Как я и думал, все идеально состыковалось. Некоторые детали я обрезал так, чтобы сэкономить пенопласт, который не видно и он не несет на себе нагрузку. Вот такое крыло получилось из 3 частей и 1,5 дня работы станка. Задняя арка вышла огромной, для наглядности взял самое большое колесо, что у меня есть. Колеса для этого проекта буду делать сам из штампов, и для этого мне нужны подходящие диски на 20-22 дюйма. Как оказалось, таких размеров нет для легковых автомобилей, есть только в сегменте спец- и сельскохозяйственной техники. Придется брать штампы от трактора и делать из них кастомные диски под проект. Спустя неделю нарезал на ЧПУ станке первую партию деталей для задней части. Ее я буду собирать предварительно на деревянном каркасе, так как есть шанс, что пазл не соберется и макет выйдет кривой. Из деревянных брусков собрал по размерам каркас, который в дальнейшем выступит подставкой для нарезанных деталей. Сборка напоминает чем-то обычный конструктор. Скручивал элементы задней части длинными саморезами. Плотность пенопласта позволяет это сделать. Пока я не стал склеивать между собой детали, макет нужно еще разбирать и переносить в помещение побольше. Явно моей мастерской для него недостаточно. Весь макет разделил на 3 части – зад, перед и середина. Одна из 3 частей получилась отлично, все подошло и выглядит все вместе очень круто. Теперь нужно нарезать остальные детали для этого проекта. Через неделю у меня возникли проблемы. Пропала точность и шпиндель начал съезжать с траектории. Оказалось, что не выдержал приводной ремень оси X. Его металлический корд весь потрескался, и он стал растягиваться. Съездил за новым ремнем, и станок стал работать как новый. Дорезал оставшиеся детали и начал сборку, но перед этим вытащил станок за пределы мастерской, чтобы хватило места собрать макет. Сделал еще один деревянный каркас и собрал на нем детали кабины.
Затем собрал капот и прикрутил боковые элементы. Установил передний бампер и, наконец, собрал всю модель вместе. В макете не хватает боковых деталей крыльев и задних локеров, которые я в дальнейшем сделаю. Длина авто составила 472 сантиметра, а ее ширина за счет расширителей 220 сантиметров. Это как раз совпало с проектными размерами, заложенными изначально. Вживую эта машина кажется еще круче. Надеюсь, у меня получится сделать стеклопластиковый кузов по этому макету. Чтобы не пропустить следующую часть, нажмите на колокольчик и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем спасибо за просмотр, поддержку, репосты и комментарии. Это все помогает мне двигаться дальше. Увидимся уже в скором времени в следующем видео.